Всем привет! Приветствую на своем канале моих подписчиков, не подписчиков, кто просто смотрит. Смотрите, хотел сегодня рецепт показать. Ну, такая простенькая вещь. У меня было молоко, оно скисло. Надо что-то с ним сделать. Оладьи не особо люблю, поэтому люблю лепешечки. Вот. Это обычное скисшее молоко, ну, то есть простокваша, кефир, как кто-то как называет. Вот. Молоко хорошее, жалко выбрасывать. Я, конечно, все не использую, это будет слишком много. Вот. И пожарим лепешечки. Вот. Обязательно я взбалтываю, чтобы это была единая консистенция. Вот. И будет вот такая вкусная вещь. Берем какую-то часть молока. Ну, кому сколько нужно. Ну, вот половинку я использовал, наверное. Да, половинку. Вот. Сюда добавим обязательно пищевую соду. Много не буду добавлять, ну вот где-то будет, наверное, вот так вот. Пищевая сода, соль обязательно. Солим, чтобы было солено вкусненько. Так вот, соль. Перемешаем это все. Сейчас сода будет реагировать маленечко с кефиром. Даже там кислота. Вы видите, пеночка пошла. Гасить соду я не гашу никогда. Вообще не понимаю, в чем смысл. Гашение уксусом, соды, потом ее добавление сюда. В чем прикол? Она тогда не будет стопроцентно работать так, как нужно. Перемешиваем хорошо, потому что соде нужно разойтись. Так же, как и соли, но соде обязательно нужно разойтись. Вот соду уже размешали, соль разошлась. Обязательно в любое тесто практически добавляется масло растительное. Масло растительное дает нежность тесту. Тесто и масло растительное, особенно какие-то дрожжевые, вот эти соды, ну с любым разрыхлителем. Обязательно нужно масло. Но, кстати, вы можете вместо соды, кто не любит, использовать разрыхлитель. Но, опять же, если соду в меру использовать, то никакого запаха соды, ничего не будет. Дальше мы добавляем сюда муку. Муку добавляем постепенно. В этом плане не работает взять муку, в нее налить там кефир. Будет не особо так, как тебе надо. Можно не угадать. Не делаю ни по весу никогда. Ни по рецепту практически никогда не делаю. Делаю все на глаз. Даже если какие-то рецепты интересуют, я читаю, смотрю видео, много рецептов. Вот, к примеру, да, я хотел там, никогда не делал шашлык из утки. Ну, еще это вот лет 5 назад, наверное. Никогда не делал, не мариновал, не делал, не жарил из утки. И захотел. Думаю, надо попробовать. Ни разу не пробовал. Вот. Посмотрел, ну, наверное, рецептов 50 этих шашлыка из утки. Так как у меня достаточно хорошее образование в кулинарии, я изучал организацию и менеджмент и организация предприятия питания. То есть я технолог по производству продуктов питания, именно ресторанный бизнес. Вот. Поэтому достаточно хорошее образование, много знаний. В этом плане, правда, не работаю.
давно уже очень. Не по специальности, ну вообще в этой сфере. Вот. Но знания-то все равно остались. Учился же. Вот. И я компоную из 10, из 20, из 30 выбираю самое лучшее, понимая, что это такое. Там сочетание специй и всего-всего. И вот я выбрал там, например, вывел свой рецепт. Например, вот этой утки. И также со всеми остальными рецептами. Я читаю много рецептов, если чего-то хочу вот такого сделать, чего я никогда не готовил, никогда не смотрел, не пробовал. Конечно, если ты попробовал, ты понимаешь, что туда добавлено, как это приготовлено. Вот. Ну вот вернемся к нашим лепешкам. Делаем вот такое мягенькое-примягенькое тесто. Тесто должно быть очень мягкое. Вот сегодня даже немножко потуже получилось. Обычно я делаю прям жиденько, которое даже сложно собрать. Вот. Но на видео это будет не особо удобно, но и это не хуже. Вот. Добавляем вот муки чисто на глаз. Не знаю сколько в весе. Если слишком хочется и будете просить, будет, если в комментариях слишком много просьб по весу, я составлю технологическую карту, просчитаю и вам пересниму, расскажу. Пишите, задавайте вопросы. Вот. Если хочется, чтобы я вам прям технологически это все показал, по весу, по граммажу, через весы, то вообще без вопросов. Это не сложно, это не мясо, которое нужно в жаркую труску всего высчитывать. Здесь очень просто. Тесто вот такое замесили. Вот такое мягенькое, хорошее, красивое тесто. Вкусное. Однозначно будет вкусное. И его сейчас оставляем на минут 20-30. Дальше продолжим. Вот у нас прошло полчаса. Мы можем посмотреть тесто. Оно стало более пластичное, более податливое. Вот это вот время нужно для того, чтобы клейковина набухла в муке, которая. Если его сразу использовать, то есть для жарки, оно будет с комочками. А сейчас, вот смотрите, оно гладенькое, ровное. Тесто мягкое, плюс оно отлежится, и оно станет еще нежнее. Я очень люблю с тестом работать. Ну, вообще люблю. И дрожжевое у меня очень хорошо получается. Не умею печь торты. Вот не умею. Может, я один медовый более-менее так научился готовить, но все равно, ну не мое, не слишком много возни, и с этим я не очень. Делим вот на такие комочки, вот так на ладошечку кладем, вот, чтобы было во второй ладошке. Раз, и у нас кружочек хороший. Сейчас вот накидаем, подпылим обязательно, накидаем кружочков этих. Муки, конечно, лучше минимум использовать. Вот прям минимум, чтобы вот не прилипало, чтобы возможно было сделать. Почему? Потому что мы, когда будем жарить, она начнет гореть. Если она будет вот лишняя на изделии. Она начнет гореть, масло становится черным. И это, ну, отрицательно будет отражаться на изделии. Вот так вот красивые клубочечки. Чуть-чуть вот просто руки окунаю, делаю. Кстати, можно делать другим способом. Сейчас вот тоже покажу. Ух ты. Ладно. Немножко неравномерно получилось. Сейчас вот сделаем поменьше. Пусть будет так. Не на выставку. Можно сделать вот так, если много и хочется побыстрее. Особенно, когда булочки такое делаешь. Вот.
Прямо на столе вот так, бах, вот они, ровненькие. Можно на столе, можно на ладошке, кому как удобно. Я привык на ладошке, поэтому мне это. Масло мы включили, вернее, плиту включили, чтобы масло накалялось. Немножко я сделаю тестер, вот такой вот, по маслу. Всегда так делаю. Потом покажу, как я делаю пирог, как я делаю тесто. И на пирог на обычный, и на булочки тоже сделаю, потому что у меня есть достаточно хороший рецепт. Ну, как рецепт. Тоже это со временем было выведено вот это вот все количество, да, ингредиентов, чего-то. Дрожжевое тесто я делаю по минимуму, чтобы вы понимали, чем меньше в тесте ингредиентов, ну, допустим, яиц, сахару, чего-то там дополнительного, чего-то масла сливочного, все, что утяжеляет тесто, чем меньше, тем оно легче и пышнее. И тем временем, пока у нас раскаляется масло, мы начнем раскатывать эти лепешечки наши красивые. Окей. Так, чтобы они не прилипали. Делаю форму по-разному. Когда как по настроению. Когда делаю вот кружочки. Такие вот, не сильно большие. Когда разрезаю большой круг и нарезаю на такие вот ромбики. Как бабушка делала тоже раньше, кребли называла. Но там, конечно, тесто другое. Возможно, покажу тоже. Вот, там они чуть-чуть более сладкие. Здесь я сахара вообще не добавлял. Почему не добавлял сахара? Потому что, ну, сладких не хочу. Это раз. Во-первых. Во-вторых, если ты добавишь сахара, то они будут зажариваться быстрее. И они будут более такие потемнее. Хочется более светлые. Вот. Вот так раскатываю. Ну, это вот максимум, наверное, потому что пока я раскатал, толщина вот, ну вот, смотрите, вот, ну, максимум толщина. Все. Больше не надо. И меньше точно не надо. Если меньше сделаете, будет не будут они пышные. А так они и прожарятся, и это. И вот у меня вот такая каталочка есть. Тоже, это вот современная. Раньше, помню, у бабушки была такая рифленые края. Типа резать красиво. Вот. Масло более-менее поднакалилось. Проверяю всегда ладошкой. Чувствуешь хорошее тепло, но это вот тоже, знаете, это опыт. Чистый опыт, больше ничего. Вот как раз оно 100% накалилось, но все равно тестер я брошу. Вот смотрите, как он работает. Сейчас оно это пропышет хорошенечко. Вот, пока оно жарится, мы начнем делать вторую лепешку. Эту мы положим и новую начнем. Потому что все равно скорость жарки выше, чем наша скорость. Потому что нужно раскатать. Желательно хочется раскатать-то поровнее, чтобы не было корявых, некрасивых. Потому что любое блюдо, даже супер вкусное, если оно выглядит некрасиво, ну, непривычно глазу нашему, вот, то оно, естественно, не произведет вот такого впечатления, вкуса. Но, естественно, я говорю, это привычка. Вот смотрите, тестер поджарился. Я его все равно переверну. Пусть он тоже вторую сторону поджарит. Вот. Не выбрасывать же мы его съедим. Вот. Конечно, чтобы глазу было приятно. Само собой. Но привычно приятно. Естественно, нет
речь не идет о сравнивании, например, с какой-то экзотической для нас кухней, например, там Таиланд или что-то, азиатские какие-то страны, Китай, что для нас некрасиво, то для них счастье. Вот. Масло прям более чем накалилось. Мы укладываем в сковородку. И будет сразу видно, как она поднимается. Вот как сода работает. Пока жарится, я тестер сживал. Соли достаточно. Все очень пышненько. Я, кстати, температуру убавил. Ну, на четверть меньше сделал. Иначе сейчас раскалится масло и начнет гореть. А середина будет сырая. Тесто так же, как и мясо. Снаружи может прижариться, а внутри быть сырым. В случае говядины это очень интересно, потому что сок сохраняется. А вот, например, если свинина, то это не особо хорошо. Это вообще не хорошо, не то, что не особо. Вот. Ну и тесто тоже мало приятного, когда ты снаружи ешь очень приятную вкусную корочку, а внутри у тебя сырое тесто. Вот. Переворачиваем. Я вот уже по вот этим местам вижу, что она уже хорошо поджарилась. Цвет будет очень красивый. Сейчас перевернем. Видите, какая она мягкая, классная. Это вот за счет кефира, за счет нужного количества соды и за счет того, что она не густая, тесто не густое, мягкое, нежное. Чем больше муки, тем тяжелее тесто, тем продукту вот этому разрыхляющему сложнее его поднять. Будь то разрыхлитель, будь то эти дрожжи или сода. Чем больше муки, чем туже, тем сложнее. Само собой, это, я так думаю, каждый должен понимать. Вот. Чем ты больше в лукошко наложишь всякого, тем сложнее его поднять. Вот так вот, если аналогию провести. Так вот, достаточно интересно. Вот. Тем временем, пока это жарится, мы быстренько тут докатываем остальные. Раз, и все. Вот эти прорезы нужны для того, чтобы, когда кладешь на это, прожаривалось лучше. И пузырей не было. Если вот этих дырочек не будет, будет посередине пузырь некрасивый. И мало того, что сверху этот пузырь, когда ты перевернешь, он, конечно, прожарится. А вот когда он снизу, вот этот пузырь, он будет не прожаренный, как вот эти. Это маленький, это ничего страшного. А когда он будет большой посередине, будет вот такое белое пятно. Некрасивое, не прожаренное, вообще не очень. Вот, смотрите, как красиво поднимается, шикарно. И это обязательно только потому, что сода хорошо разведена. Очень хорошо. И она настоялась вместе с тестом. Тесто настоялось хорошо. Видно, что нету никаких комочков, ничего. Вот, как он поднялся. Масло мало тоже ложить не стоит. Лить. Вот. В маленьком количестве масла будет прижигать те вещи, те места, которые соприкасаются со сковородой. Вот это вообще прелесть. Она, видимо, чуть маленько потолще, поэтому она немного другая. И температура нормальная, температура чуть-чуть упала с момента нагрева. И именно вот эта температура оптимальная. Ой, у меня вот девятка, я не знаю, насколько она греет. Вот. 9 делений, насколько она греет, не знаю, на какую температуру. Вот.
я вот на четверть убрал, то есть получается на так, 5, 6, 7, 8. На восьмерочку поставил. Вот самое оптимально, потому что и успевает сода разойтись, поднять тесто, не прижарив. По сути, если у кого-то есть термометр, как у меня, например, мы можем померить температуру масла растительного. Мы сейчас вот эту лепешечку уберем, потому что вот она настолько пышная, что даже щипцы провалились в тесто. Пышная, легкая, классная. Так вот. Вот так вот бросим сейчас в сковородку. Возьмем градусник. И проверим, сколько температура. Что он показывает? 128 градусов, да? 128? Ага. 150. Температура кипения масла намного выше, чем воды. Больше 100 градусов. Вот, 167, 168. Ну, я думаю, градусов 180, наверное, должно быть. 170. 172, 174. Так, если мы вот так вот повернем, чтобы мне... Оп. Вот эти, конечно, лучше убирать. Или у вас пол сковородкой должно быть масло. Вот два варианта. 167. 170. 5. 7. Вот так вот можно прижать ее, чтобы получше пропеклось. По динамике. Ну, в районе 190, потому что я держу градусник на дне, получается, на дне сковороды, и поэтому температура где-то плюс-минус 50 будет. Вот. Масло, видите, становится меньше масла. Естественно, его нужно добавлять. Но так как масло раскалено, у меня рафинированное, я использую для жарки только рафинированное. Я люблю масло с запахом, использую в салатах, добавляю в тесто. Кстати, сегодня что-то я так не добавил. И только налил и сразу кладу. И не жду, пока оно накалится. Потому что основная масса масла раскалена. И вот смотрите, сейчас мы добавили масло. Оно чуть-чуть остыла основная масса. Общая масса стала менее холодной. И по-другому начало тесто подниматься. То были большие пузыри. Это показатель более такого, чуть выше нужной температуры. Поэтому сейчас мы прожарим вот эту сторону. Когда перевернем, чуть-чуть убавим еще на одно деление. Вот. Как красиво шкварчит, смотрите. Прелесть какая. А как это вкусно! Как это вкусно! Давайте проверим, но скорее всего рано еще. Нет, не рано. Вот. Вот тоже обманчивая вещь. Одну сторону смотришь вроде сыра. Вот я на деление убираю. Маслечко добавили. Оно сейчас прожарит его хорошо.
Его даже в руки берешь, оно ломается. Ломается, потому что оно пышное, пузырчатое, интересное, такое вкусное. Вот я всегда любил, мама или бабушка нажарит на этой простокваше с холодным молоком или просто со сметаной. Вот прям берешь кусок, отрываешь и домашней сметаны на него намазываешь. Ой, как это вкусно, как это классно. Но это вот по мне. Так. Конечно, цвет, красота, вкус — это вещь такая абстрактная, у каждого свое. Вот. Лепешечка это уже готова, я вижу, даже поджарилась. Настолько, сколько нам не нужно. Вот. У нас осталось 2 лепешки, мы их дожарим. По сути, нового ничего мы вам уже не покажем. Ну, в принципе, задача наша выполнена. Все. Вот. Горячий. Вот. Дожарим. У нас красивые лепешечки, вкусные. Спасибо за внимание. Готовьте. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем спасибо. Пока.